Алхимики обладали богатым воображением. Не зная законов природы, алхимики использовали свои психические ресурсы для достройки той реальности, которую они не могли познать. Алхимия пыталась понять законы первичной материи или прима материи. Прима материя представляет собой недифференцированное начало, которое потом распалось. Алхимики пытались сделать одни и те же операции разными способами, но при этом вокруг одних и тех же идей. Они умирали, оставляя определенные образы или тексты, идеальное поле для проекции. Бессознательное имеет свойство проецироваться на внешний мир. Мы приписываем внешним объектам некое наше внутреннее психологическое, символическое и образное содержание. Сера имеет следующую коннотацию. Это то, что легко воспламеняется и исчезает практически без остатка. Сера имеет желтый цвет, и поэтому, с одной стороны, она связана с Солнцем и мужской энергией. С другой стороны, древние замечали, что сера накапливается вокруг мест вулканической деятельности, и поэтому они приписывали сере смысл, связанный с преисподней, с тем, что находится в глубине земных недр. Ртуть была на то время удивительным, достаточно известным металлом. Он имел удивительные свойства. С одной стороны, свойства металличности, то есть и обладал металлическим блеском, но с другой стороны, ртуть в нормальном состоянии, она была жидким металлом, а при нагревании она образовала либо пары, либо окиси. Таким образом, они стали приписывать ртути или меркурию свойства пассивности, текучесть, то, что является неким проникающим агентом.
Юнг пытался найти универсальное поле для проекций, что он считал ее уникальным образным рядом. Благодаря его работам «Психология алхимии» и «Таинство воссоединения» у нас есть возможность заглянуть в то, что было доступно единицам. Для нас важны образы, смыслы. Нам важны движения психических процессов, которые отражены в алхимических трактатах, гравюрах и образах. Нам важны те способы описания психической реальности через саму психическую реальность.